Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Очень по вам соскучилась, и в этот раз я решила для вас заснять новенькое видео по летнему букету, так как на дворе лето и хочется поэкспериментировать, хочется сделать что-то необычное. Конфеты у нас есть круглый год, и кроме конфет хочется что-то еще. Поэтому это видео посвящено ягодному букету. Мы будем с вами делать букет из ягод. Я предлагаю за основу взять персики, клубнику и голубику. Вот такой букетик мы с вами соберем в результате этого мастер-класса. То, как я смогла это сделать, то, как я это сумела сделать, какие моменты я подчеркнула для себя. Смотрите в этом видео, делайте вместе со мной и обязательно пишите мне свои комментарии, свои впечатления и свои выводы. Буду очень рада, если вы тоже сможете сделать такой великолепный летний букет из ягод своими руками. Основными компонентами моего букета будут персики, клубника и голубика. Букет я буду собирать на шпажке длиной 30 сантиметров. Также нам пригодятся зубочистки, с ними мы тоже сегодня будем работать. Еще мне понадобится тоненькая проволока 0,5 мм толщиной и тейп-лента любого цвета, можно белого, можно зеленого. Берите ту тейп-ленту, которая у вас есть в наличии. Если нет тейп-ленты, замените ее скотчем. В качестве зелени букета я решила взять вот такие мелкие листочки с таким необычным названием. Покупаю я такие веточки в цветочном магазине. Это обычная веточка какого-то дерева, которое сейчас очень активно используется в букетах. И для фруктовых букетов эти ветки тоже прекрасно подойдут. У них очень интересные такие листочки, которые красиво будут смотреться в ягодных и фруктовых букетах. Как их применять в этом букете и каким образом я креплю, я вам обязательно покажу в самом мастер-классе, поэтому досмотрите мастер-класс до конца. Упаковывать букет я буду в пленку цветочную. Можно взять любой оттенок сиреневого цвета. У меня есть такой горошек, есть такой более бледный сиреневый цвет, при том, что он двухцветный. Снизу более такой светленький, сверху немножко поярче. И если хочется сделать букет поярче, еще ярче, да, можно взять вот такой вот синий-фиолетовый цвет. Перевязывать букет я буду ленточкой оранжевого цвета под цвет персиков. И еще для того, чтобы работать с продуктом, мне нужны будут резиновые перчатки. И первое, что я начинаю делать, это крепить персики на шпажке. Для того, чтобы персики держались лучше всего, с двух сторон от косточки я ставлю по одной шпажке. То есть две шпажки в один персик. Крепим так, чтобы сверху шпажки у нас не выходили, чтобы персик был хорошо закреплен. И вот таким вот образом у нас будет крепиться персик. Итак, каждый персик я креплю на шпажке с двух сторон. При выборе персиков я предпочитаю делать акцент на среднюю спелость персиков. Именно их я беру для букета. Они достаточно вкусные и при этом будут хорошо держаться на шпажках. Итак, персик за персиком я креплю на шпажке и делаю нужное количество их для моего букета. Теперь я беру клубнику и ее тоже креплю на шпажке. Можно закрепить на одну, если она у вас достаточно плотная. Если же клубника более мягкая, лучше закрепить на две. И еще один момент, например, для того, чтобы клубника у нас не падала на шпажку слишком глубоко, можно шпажку предварительно подготовить. Как это делается? Я беру тейп-ленту и на определенном расстоянии немножко наматываю эту тейп-ленту объемно, так, чтобы получился такой объем. Это будет как подложка для ягодки. И потом уже на эту подложку я вставляю ягодку. И ниже этой тейп-ленты ягодка не упадет. Она будет держаться на том уровне, на котором нам нужно. Вот таким образом можно крепить любые ягоды, которые вам нужно, чтобы они не упали слишком глубоко по самой шпажке или по зубочистке. Итак, я креплю все ягодки для моего букета. Сначала креплю тейп-ленту, а потом насаживаю на эту шпажку вот так вот ягодку. Теперь я беру саму веточку с зеленью, тейп-ленту и тоненькую проволоку. У веточки я начинаю отделять сами маленькие веточки от основной, и местами вот такие листочки я отделяю от самой ветки. Оставляю небольшое количество листьев на самой ветке и вот такие отдельные веточки с листьями. Теперь у меня получились вот такие мелкие листочки, отделенные от основной ветки. Я беру проволоку, немножко сгибаю эту проволоку вот так вот в виде петельки. И вместе с проволокой эту веточку я обматываю вот так вот тейп-лентой. Таким образом я фиксирую ветку к самой проволоке. И длина веточки у нас будет уже такая, которую мы можем использовать для нашего букета. Дальше я беру листочки. Можно взять сразу по два, чтобы они были чуть-чуть погуще. Снова беру проволоку, загибаю ее немножко. И при помощи тейп-ленты креплю к проволоке. Эти листочки вянут не очень быстро, поэтому не обязательно их ставить в воду. А ягодный букет, он тоже не стоит долго, его достаточно быстро съедают, поэтому эти листья не успеют завянуть в нашем букете. И вот таким образом я креплю листья и ветки для моего букета. В зависимости от размера букета, количество таких веточек с листьями может быть разное. Чем больше букет, тем больше веточек нам пригодится.
Теперь я беру персики и начинаю с этими персиками немного по спирали собирать букет. И вокруг центральной я выстраиваю остальные ягодки. При этом их обязательно фиксирую при помощи скотча. Скотчем стараемся натягивать немножко потуже, чтобы они крепко держались. И вот так вот вперемешку клубнику, персики и листочки я собираю букетик. Порядок может быть абсолютно любой, как вам нравится. Единственное, за чем нужно следить, это за тем, чтобы уровень букета, высота букета была примерно одинаковой и создавалась легкая дуга от центральных к боковым. Такие букеты лучше собирать немножко в вертикальном положении, вот ставить их вот так, чтобы не было склонности у ягод, у персиков и у остальных фруктов выпадать. Смотрите, как красиво получается. За счет сочетания красных оттенков персика и красных ягод получается очень эффектно. При этом не забываем между этими ягодками добавлять листья, для того, чтобы это было еще и красивее. Зеленая травка добавляет дополнительный эффект, дополнительный шарм нашему букету. Очень плотненько крепим обязательно здесь, чтобы у нас все хорошо держалось. Проверяем, получился ли красивый круг, такой, какой вам нравится. И если вдруг что-то еще нужно добавить, то на этом этапе можно еще добавить. После того, как мы полностью сформировали букет, обернули здесь более прочно, так, чтобы получилась такая хорошая основа. После этого мне нужно выровнять шпажки по низу. Для этого я беру кусачки и выравниваю шпажки, чтобы они были на одном расстоянии. Так, чтобы если мы поставим букет вот таким образом, он у нас стоял. Теперь проверяем, стоит у нас букет или нет. Он должен хорошо стоять. И лишнюю проволоку мы можем загнуть просто в обратную сторону и не отрезать ее. Сейчас формируем аккуратный низ букета. Получается вот такая основа. И лишний скотч мы уже отрезаем, он нам сейчас уже не нужен. Теперь нам нужно упаковать этот букет для того, чтобы он был более эффектным. Теперь я беру пленочку сиреневого цвета, и из этой пленки мне нужно отрезать квадратик. Она у меня длиной 60 сантиметров. Я делаю такой квадратик 60 на 60. Кроме квадрата, мне нужно сделать еще и специальные заготовки шириной по 25 сантиметров. Отрезаю такую полосочку, складываю ее пополам по длине. Прямо в длину я ее складываю пополам и немножко поворачиваю под углом, так, чтобы получилось вот такое небольшое ушко. После того, как я это сделала, я его складываю пополам вот таким образом и снизу фиксирую. Сверху тоже можно зафиксировать ее степлером. Вот такая заготовочка у меня получается. Я делаю таких заготовочек 4-5 штук для того, чтобы обернуть букет. Чем больше будет ваш букет, тем больше таких заготовок нам нужно будет для этого букета. Теперь этот букет нужно упаковать этими заготовками, размещая их вот так вот в круговую вокруг всех этих ягод. Для того, чтобы они лучше размещались, я их немножко присбариваю внизу и размещаю вот так вот в круговую. Вставляю одну заготовочку и обматываю ее веревочкой или лентой, как вам нравится. Что у вас есть под рукой, тем и обматываем. Главное зафиксировать эту пленочку для того, чтобы она у нас не ерзала, никуда не смещалась и была на том уровне, на котором нам надо. После того, как я добавила эту пленочку, я беру следующую, точно так же немножко ее присбариваю внизу и вставляю дальше. И так в круговую я фиксирую букет пленочкой. Высота сверху может быть любая, какая вам нравится, может быть выше ягод, может быть ниже. Высоту регулируйте сами, как вам больше нравится. И после того, как я закрепила все 5 кусочков пленки, я фиксирую хорошенько все ленточкой, чтобы это все не распускалось и хорошенько держалось. И завязываю узелочек. Теперь поправляю все по краям, фиксирую при помощи степлера, чтобы наша пленка фиксировала сами ягоды и они хорошо держались. Да и чтобы внешняя пленка смотрелась более аккуратно. И сейчас получается вот такая красота. Осталось спрятать саму ножку, вот этот некрасивый низ, который у нас остался. Для того, чтобы его спрятать, я сначала выравниваю снизу всю пленочку, которая у нас осталась. Теперь беру тот квадратик, который я заготовила, и в него вставляю этот букет. Поднимаю углы этого квадратика и в него заворачиваю всю ножку букета. И здесь нужно перевязать все ленточкой, и получится такой красивый горшочек, на основе которого якобы держится букет. На самом деле это ручной букет без какой-либо основы.
И лишние уголочки мы отрезаем. Пусть будет красивый такой кружочек, круговую с воланами. Главное, чтобы они смотрели вверх. Получается вот такой аккуратный низ у самого букета. И осталось его перевязать ленточкой. Ленточку берем любую, которая нравится. Можно взять оранжевую, можно взять красную под этот букет. И перевязать этот букетик красивой ленточкой. У нас с вами собраны в один букет клубника и персики. И сюда нужно добавить голубику. Так как голубика более нежная, более маленькая, на отдельной шпажке я их не креплю. Смотрите, как я буду крепить эти ягодки в этот букет. Я беру зубочистку, протыкаю зубочисткой персик. И вот так вот на кончик этой зубочистки я ставлю ягодку. Так в разных местах я распределяю голубику по букету. Голубика тоже у нас держится очень нежненько, поэтому букет вверх тормашками носить ни в коем случае нельзя. На бок его класть тоже не стоит. За счет того, что мы с вами сделали достаточно такое прочное основание, оно стоит хорошо, как горшочек, да, можно прям вертикально вот так вот и ставить везде букет. Именно таким образом он и должен стоять. И вот так вот в разных местах, где бы мне хотелось добавить голубику, я ее добавляю. Что касаемо самих ягод голубики, смотрите и берите такие, которые тоже не сильно мягкие. Некоторые попадаются очень мягкие, они не будут держаться совсем, поэтому не рискуйте и берите те, которые вам подойдут по плотности. И вот такой у нас букетик получается, такой летний, яркий, красочный, сочный и настолько благоухающий. Я думаю, вам обязательно понравится, и тот человек, для которого вы его делаете, ему тоже очень понравится такой букет. Делается, конечно, он не очень просто, особенно в такой форме, в виде ручного букета, потому что ягодки все время норовят убегать, все время куда-то торопятся и хотят быстрее вылететь из букета. И для того, чтобы суметь собрать такую форму, нужно, конечно же, постараться, чтобы они не вылетели, не соскользнули со шпажек, и получился такой великолепный букетик. Но я в вас верю, я уверена, что у вас все получится. Экспериментируйте с разными ягодами. Сейчас есть такая возможность, пока на дворе лето и полно разных ягод, и особенно ароматных, которые можно будет впоследствии либо съесть, либо по кому-то подарить. Всего вам самого наилучшего. Рада, что вы были со мной. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи на следующих мастер-классах. Обязательно пишите мне свои комментарии под этим видео, свои опыты, свои эксперименты, то, что у вас получалось вследствие того, как вы делали такие букеты, что вы для себя подчеркнули вследствие этих экспериментов. Буду рада вашим комментариям. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!